Дом будто ожил, хотя в нем давно не звучал человеческий голос. Тишина стала гуще, словно сама старая постройка слушала его дыхание. Воздух на чердаке был спертым, и каждый вдох отдавался сухим кашлем. Эндрю чувствовал, как пыль цепляется к коже, как доски под ногами пружинят, угрожая обрушиться в любой момент. Фотография с девочкой не выходила у него из головы. Чем дольше он смотрел на нее, тем явственнее становилось ощущение, что взгляд ребенка направлен не в объектив камеры, а прямо на него. Казалось, глаза девочки следят, где бы он ни находился. Он продолжил перебирать содержимое коробки. Письма были написаны красивым, но нервным почерком. Строки прерывались, будто автору мешали посторонние звуки. Некоторые послания кончались неожиданно, словно писавший был вынужден резко остановиться. Даты тянулись до конца XIX века, но последняя бумага, уже сильно обветшавшая, носила дату, которая тревожно совпадала с годом рождения Эндрю. В глубине коробки лежал небольшой дневник. Переплет потрескался, страницы пожелтели, но чернила сохранили насыщенный цвет. Первые записи принадлежали женщине, вероятно, матери с фотографии. Она описывала обыденную жизнь семьи, холодные зимы, болезни детей, редкие праздники. Но чем дальше шли записи, тем страннее становился тон. Появлялись упоминания о шепоте в стенах, о том, что младшая дочь проводит часы, глядя в черное зеркало, и что на нем иногда проступают слова, которых никто не мог понять. Эндрю почувствовал, как холод поднимается по спине, и невольно обернулся к окну. Снаружи сгущались сумерки, хотя по часам еще было далеко до вечера. Сквозь мутное стекло он заметил очертания сада заросшего, дикого, но среди переплетения ветвей ему показалось движение. Вернувшись к дневнику, он наткнулся на последнюю запись. Она состояла всего из одной строки. Если кто-то это читает, значит, она выбрала нового. Чернила были размазаны, словно написаны в спешке. Доски над его головой заскрипели, как будто кто-то прошел по крыше. Фотография на полу дрогнула и сдвинулась, хотя сквозняка не было. В лицо пахнуло холодом. Эндрю понял, дом не заброшен. Он просто ждал. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.